Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу рассказать о том, какой необычный Хэллоуин был у нас в этом году в Техасе, а именно в городе Сан-Антонио, где мы сейчас живем. В прошлом году я делала видео про этот праздник в штате Вашингтон, но здесь он отмечается немного по-другому. Дело в том, что в Сан-Антонио очень много латиноамериканцев. А в странах Латинской Америки ежегодно 1 и 2 ноября празднуют День мертвых – El Día de Muertos. По календарю он совпадает с католическими праздниками Днем всех святых и Днем всех душ. По смыслу как бы тоже. В канун этих праздников души умерших возвращаются на землю. Но если Хэллоуин подразумевает, что духов потустороннего мира надо отпугнуть и тем самым спасти свой дом и себя от всякой нечисти, то День мертвых посвящен памяти умерших родственников, которые приходят погостить у своих близких. И поэтому эти самые духи, наоборот, всячески приветствуются. Несмотря на такие разные традиции, в Сан-Антонио оба праздника, как я поняла, перемешались и прекрасно дополнили друг друга. Уже в конце сентября в магазинах начали продавать костюмы, маски и украшения к Хэллоуину. И весь октябрь можно было наблюдать, как в жилых районах появляется все больше декораций к празднику. Перед домами выстраивались целые композиции из паутины, надувных чудовищ, всякой нечисти и тыкв с горящими глазами. Но самые популярные украшения в Сан-Антонио – это черепа и скелеты. Потому что символом Дня мертвых является Катрина – скелет в женской шляпе, украшенный цветами. Говорят, больше 100 лет назад такие шляпы считались очень модными, и только представители богатых сословий могли позволить себе их носить. В то время мексиканский художник Хосе Посада создал серию карикатур, на которых все слои тогдашнего мексиканского общества изображались в виде скелетов. Он хотел показать, что независимо от социального положения и уровня достатка, всех ждет один и тот же конец, и перед лицом смерти все равны. Смерть демократична, и неважно, бедный ты или богатый, черный или белый, в конце концов все станут черепами, подписал он свои работы. Больше всего народу понравилась гравюра Ла Катрина. Видимо, всех забавляло, что богатая и модная дама, несмотря на самолюбование, смертна, как и все остальные. Ее-то и сделали через несколько лет символом Дня мертвых. В этот день у латиноамериканцев не принято грустить. Это вот прямо праздник. В Сан-Антонио он начался за неделю до 1 ноября фестивалем Muertes Fest в центре города. Это был настоящий карнавал, яркий и красочный, на котором мы не встретили ни зомби, ни вампиров, никаких страшилок. Вокруг были только Катрины всех возрастов и другие вариации людей-скелетов.
Все не наряженные прямо тут же могли себе сделать характерный макияж в виде черепа или купить светящиеся венки на голову. По традиции, в День мертвых создаются яркие памятные алтари с фотографиями, черепами из сахара, любимыми продуктами и напитками умершего. На Muertos Fest было очень много разных алтарей. Мы видели один даже для домашних животных. Все они участвовали в конкурсе на лучший алтарь. Еще на фестивале были магазины с сувенирами, палатки с обычной едой и со сладостями в виде черепов и скелетов, напоминающих Катрину, небольшая танцплощадка и сцена с живой музыкой. А вечером на площади организовали парад больших ряженых кукол и тех, кто пришел в маскарадных костюмах.
Сразу после парада на сцене устроили конкурс на лучший костюм и выбрали победителей. Okay, right here. Let's whittle it down, ladies and gentlemen. How about, are you two a couple? Estos dos? Okay. And we have these two. Are these finalists? Are you all finalists too? Okay, come up here. We're going to narrow it down to 5. Who should we have, ladies and gentlemen? We already have one. The little one? The little one? Let's go. I'm hearing this one as the primero. Congratulations. После этого фестиваля было еще несколько праздничных мероприятий. Ну а в ночь с 31 октября на 1 ноября оба праздника окончательно перемешались. По традиции Дня мертвых люди выстраивают перед домами дорожки из свечей или фонариков, чтобы душам умерших родственников было легче найти родной дом. Но по традиции Хэллоуина ходят по этим дорожкам разодетые в костюмы дети и взрослые и собирают конфеты. Вот такой вот оригинальный праздник есть в Сан-Антонио. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ура вида!